Встреча охотника с медведем взяла неожиданный оборот. Первоначально охваченный страхом, охотник обнаружил, что медведь не представлял угрозы, а наоборот просил его о помощи. То, что он сделал дальше, потрясает. В сердце густых лесов. Одинокий охотник по имени Адам оказался в непростой ситуации. Чувства охотника обострились, когда он услышал ужасающие звуки, раздающиеся по всему лесу. Несмотря на предостерегающие звоночки в его голове, любопытство пересилило страх и подтолкнуло его вперед. С каждым осторожным шагом он приближался к источнику звука, пока не наткнулся на сцену, которая была далеко за пределом ужаса. Перед ним стояло полуразрушенное бетонное строение, скрытое под толщей мха и ветвей. Внутри, в сыром полутемном помещении, он увидел нечто, от чего у него перехватило дыхание. Огромный бурый медведь сидел пригнутый к земле и был прикован тяжелыми железными цепями к бетонной стенке. Цепи врезались в его шею и передние лапы, не давая двигаться даже на шаг. Тело зверя было покрыто грязью, кровью и старыми ранами. Глаза полны боли и отчаяния. Пульс охотника участился. Он ожидал угрозы, дикого зверя, готового к нападению. Но перед ним было другое. Существо, сломленное, мучающееся, изолированное в каменном плену. В любой другой день Адам счел бы встречу с медведем удачей. Но это не была охота. Это было мучение, это было преступление. Медведь не рычал, не бросался. Он смотрел на человека и словно умолял: «Помоги». Адам, игнорируя инстинктивный страх, снял ружье с плеча и положил его на бетонный пол. Это был решающий жест. Он знал, что лишается защиты. Но он также знал, что другого пути нет. Медведь слабо дернулся, но не сопротивлялся. Адам подошел ближе. Звук его шагов отдавался в сырой тишине. Он внимательно осмотрел цепи. Те были прикреплены к стене ржавыми, но все еще прочными замками. Металл врезался в плоть, оставляя глубокие ссадины и кровоточащие раны. В некоторых местах под цепями уже началось воспаление. Адам ощутил, как внутри него поднимается ярость. Не к зверю, а к тому, кто это сделал. Медведя держали здесь не час, не день. Возможно, неделями. Он достал из рюкзака инструменты. Складной нож, кусачки и маленькую пилу. При каждом движении медведь напрягался, но Адам действовал спокойно, медленно, уверенно. Он начал с самой короткой цепи, ведущей к ошейнику. Металл был толстым, но поддавался. При каждом щелчке звена медведь вздрагивал. Возможно, он не верил, что это все реальность. Работа была мучительной. Воздух в помещении был пропитан сыростью, запахом крови и гниения. На полу стояли старые металлические миски, уже давно пустые. Где-то в углу валялись клочья шерсти и ржавые инструменты. Это место было пыткой, тюрьмой. Адам с трудом распилил вторую цепь. Его руки были в крови. Не своей, а медвежьей. Каждый шаг давался с трудом. Он старался не смотреть в глаза зверю, но чувствовал на себе его взгляд. Усталый, теплый, почти человеческий. Связь между ними стала ощутимой. Наконец, последняя цепь поддалась. Сначала медведь не двигался. Он просто лежал, вытянув передние лапы, как будто ждал, что сейчас появится кто-то и снова закует его. Адам отступил и сел у стены, тяжело дыша. «Прости», – прошептал он. Это были единственные слова, которые он мог сказать. И, как ни странно, медведь понял. Он не убежал, не зарычал. Он просто смотрел. Через несколько минут медведь попытался подняться. Лапы дрожали. Каждый шаг давался с трудом. Адам не спеша вышел наружу и посмотрел, обернется ли зверь. Тот последовал за ним, медленно, пошатываясь, но уверенно. Так, плечом к плечу, человек и медведь направились в сторону хижины. Дома Адам сразу набрал номер местной клиники дикой природы. Он умолял приехать немедленно, объясняя, что у него тяжелораненый медведь, бывший в плену. Команда прибыла уже через час. Они усыпили животное и начали осмотр. Результаты были ужасные. Сильное истощение,
воспаленные раны, риск заражения крови. Медведя немедленно доставили в клинику. Там ветеринары промыли раны, ввели антибиотики, наложили десятки швов. Работали почти сутки без перерыва. Адам был рядом, и когда он узнал, что это не первый случай, его охватил холодный гнев. В округе уже находили животных с похожими травмами. Это было дело рук одного и того же человека – охотника по злой воле. С этого дня Адам решил, что останется в этой истории. Он помогал следствию, собирал улики, общался с лесниками, патрулировал леса. Он больше не охотился. Его руки, однажды освободившие медведя от цепей, теперь защищали других животных. Тем временем медведь выздоравливал. Каждый раз, когда Адам приходил в клинику, он поднимал голову, узнавал. Связь между ними крепла. И когда пришло время возвращать его в дикую природу, именно Адаму доверили отпустить его. Он открыл ворота. Медведь вышел, остановился, посмотрел. Момент тишины, момент прощания. И ушел в лес. Эта встреча навсегда изменила Адама. Он основал приют для спасенных животных, работал с организациями по защите дикой природы, участвовал в образовательных проектах, выступал на конференциях. Его история стала символом перемен. Со временем проект Адама вырос, появились новые приюты, расширилась команда. Его усилия поддерживали волонтеры, меценаты, даже власти. Он создал систему, которая могла по-настоящему защитить лес и его обитателей. И однажды, возвращаясь в тот самый лес, он снова остановился у старого бетонного строения. Теперь оно было разрушено. На его месте цвели травы, никаких цепей, никакой боли. Адам вдохнул свежий воздух и понял, с этого все началось. История Адама и медведя напомнила миру, что даже один человек, проявив сострадание, может изменить все. Что доброта – это не слабость, это сила. И что, освободив кого-то, мы освобождаем и себя. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!